Всем привет! Вы на канале Frosty Summer. Мы с вами находимся на острове Корфу и расскажем вам про все достопримечательности этого прекрасного острова. Сейчас мы как раз находимся на одной из них. Это мост напротив аэропорта Корфу, который привлекает толпы туристов, которые следят за посадками и взлетов самолетов, которые прилетают прямо над головой. Корфу – это жемчужина Ионического моря, расположенная к западу от Греции и всего в 45 минутах полета от Афин. Этот остров привлекает туристов своей невероятной природой, бескрайними пляжами, богатой историей и культурным наследием. Давайте посмотрим лучшие достопримечательности острова Корфу. Эпитетом «лучший» награжден едва ли не каждый второй пляж Корфу, но в случае с Палеокастрицей ни в каких восторженных сравнениях нужды нет, это действительно красивейшее место. Только представьте себе, мелкий нежный песок, омываемый натуральным бирюзовым морем. На фоне изумрудные скалы, покрытые густой растительностью, создающие уютную и уединенную атмосферу. Там же на пляже можно купить билеты на различные экскурсии, в пещеры или до красивых труднодоступных пляжей. Цена 50 евро с человека. Ну а если вы не любите активный отдых, то просто можно полежать на пляже и позагорать. Чуть выше Палеокастрицы, в деревне Лаканес, находятся два интересных заведения. Белла Виста – это таверна, замершая во времени где-то в 70-х годах прошлого века, погружающая в атмосферу тех времен, с восхитительным видом на море и пляжи. Тут вы сможете поесть местные кухни и насладиться домашним вином. Так получилось, что мы разговорились и познакомились с хозяином Белла Виста. Оказалось, что чуть ниже есть второе его заведение с более богатым выбором вина и коктейлей и с таким же отличным видом на залив, и он посоветовал проехать в Дольче. В Дольче более современный интерьер и громадный выбор мороженого и сладкого, соответственно, можно попросить различные милкшейки. В принципе, это рай для сладкоежек. Отель «Океанис» в живописной деревне Палеокастрица был процветающим курортом с великолепным видом на кристально чистые воды залива. Он привлекал туристов круглый год, но около 6 лет назад, в период экономического спада в Греции, отель закрыл свои двери для последних посетителей. Поискав в интернете, я нашел фотографии отеля, как он выглядел, когда был открыт. Теперь это популярное место среди туристов, ищущих красивые фотографии и атмосферу заброшенного здания. Также весь отель разрисовали с граффити, что добавляет ему атмосферу заброшенности, но в то же время создает особую атмосферу, которая граничит с арт-объектом. Побродив по отелю, понимаешь, что расположение было просто феноменальным и лучшим на побережье. Ну а вид из номеров, что выходили на залив, просто влюблял в себя. Жаль, что такой отель закрылся. Мы с вами находимся около канала любви. Как легенда гласит, чтобы найти свою любовь, вам необходимо проплыть в гроте под скалой. Ну а если вы прибыли на Корфу со своей половинкой, то, согласно легенде, чувства друг к другу станут крепче, если переплыть залив вдвоем.
Там плавают все, и парами, и раздельно, и компаниями. Там царит любовь и вера в чудеса. Ну и, конечно же, потрясающая красота скал. А если вам захочется более комфортного отдыха, то рядом есть пара баров или кафе. Продолжим раскрывать тему рынков разных городов. Сейчас мы находимся на рынке в городе Корфу. Посмотрим, что он предлагает. Центральный рынок в Керкире расположен в 5 минутах ходьбы от автобусной станции и рядом с новой крепостью. Этот небольшой, но уютный рынок предлагает большой ассортимент свежих морепродуктов, возможность погладить милых котиков, приобрести ароматные оливки, вкусные каштаны, свежие овощи и фрукты, а также отыскать разнообразные сувениры, которые напомнят вам о вашем визите на этот остров. Рынок мне понравился, потому что это не туристический аттракцион, где только все для туристов сделано, но местные тоже там закупаются. И это было приятно видеть. Большой выбор морепродуктов, свежие фрукты, овощи. Даже есть несколько кофеюшек, где можно присесть и отдохнуть, если ты утомился ходить по рынку. Смотровая площадка Тронкайзера, расположенная недалеко от деревни Пелекас, была задумана и построена специально для одного человека – германского императора и прусского короля Вильгельма II. Однако сегодня это место привлекает множество туристов, желающих насладиться впечатляющими панорамными видами и запечатлеть эту красоту. Благодаря своему положению площадка кажется высоко в небе, создавая впечатление летающей в воздухе. А на вершине горы по соседству с Троном Кайзера расположен Sunset ресторан, привлекающий туристов потрясающим видом на море и незабываемые закаты. Недалеко отсюда есть площадка, где вы сможете испытать прилив адреналина и прокатиться на параплане. То черное пятнышко на фоне солнца как раз парапланерист. Что еще вы спросите посмотреть на Корфу? Ахиллеон – дворец императрицы Австрии Елизаветы. Это бесспорно является одной из самых ярких достопримечательностей острова Корфу. Это замечательное место для экскурсий и прогулок. В садах, окружающих здания, по аллеям необыкновенной красоты, усеянными множеством антических статуй. В данный момент в дворце проходят масштабные реставрационные работы, и можно прогуляться только по территории вокруг дворца. Но и она позволяет насладиться красивейшими пейзажами. После императрицы дворцом владел немецкий император Вильям Вильгельм. Позже здесь была больница, а в 1962 году на одном из этажей дворца даже было открыто казино. И только с 1990 года дворец начал свою работу в качестве музея.
А напротив музея находится магазин-винодельни, где можно продегустировать продукцию. Если у вас появится свободное время, а вы не хотите упустить ни одной возможности насладиться Корфу, обязательно рассмотрите вариант морской прогулки. Мы выбрали Captain's Homer's Boat Cruise. Это настоящий семейный бизнес, где каждый в семье играет свою уникальную роль. Отец – капитан, мама – штурман и кок, а дети ответственны за менеджмент и билеты. Плюс данной экскурсии заключается в ее времени с 9 утра до 14 часов дня и нескольких увлекательных остановках. Первая из них была рыбацкая деревушка Петритис, где у вас будет свободное время на прогулку и знакомство с деревушкой. Затем мы отправились купаться в живописном месте с потрясающим видом на море, где будь с собой удочка, наловили бы рыбы. Стоянка была на отмеле, поэтому вода была теплой и спокойной. Что еще порадует, в стоимость билета включены напитки, домашнее вино и закуски. Еще одна остановка нас ждала в прекрасном месте Панорама Таверна, где вы сможете насладиться прекрасными видами. На Корфу громадный выбор различных круизов, которые предлагают как большие турфирмы, так и частники. Мы остались очень довольны нашим круизом, потому что он был короткий, насыщенный, и мы получили море положительных эмоций. Одной из достопримечательностей острова Корфу является старая византийская крепость Ангела Нострос. Ее не смогли взять турки при длительной осаде. С поля Кастрицы легко добраться до замка Ангела Кастри, который также известен как крепость Архангела Михаила. Это впечатляющее сооружение является живым памятником византийской эпохи. Взглянув на его местоположение, вы поймете, почему эта крепость осталась неприступной. Она возвышается на крутых утесах и предоставляет невероятный обзор. А когда вы окажетесь на вершине крепости, вас ждет потрясающая панорама, которая захватывает дух. В 4 километрах от Киркиры находится местечко Канони, а на островке с одноименным названием монастырь Влахерна. Монастырь Влахерна находится на небольшом острове, соединенном с островом Корфу узким бетонным пирсом. Монастырь соединен с часовней Девы Марии. Он образует прекрасный архитектурный комплекс в сопровождении ярко-голубой воды, благодаря чему живописная картина с изображением монастыря стала визитной карточкой острова Корфу. Монастырь возведен в 17 веке в честь Влахерской иконы Божьей Матери. Чудотворная икона сохраняется здесь и по сей день. Вход в монастырь абсолютно свободный. Если вы хотите наблюдать за самолетами, попивая охладительные напитки, то на склоне есть несколько кафе, где можно разместиться с комфортным
ну либо ждать самолеты внизу на мостике. Поспорить за титул красивейшего пляжа Корфу с Палеокастрицей может райская бухта с пляжем Порто-Тимони. Из деревни Афионос по пешеходной тропинке можно попасть в Порто-Тимони, исторический порт и пляж. Археологи считают, что во времена правления царя Алкиноя там располагался порт древних жителей Корфу – кеков. В непосредственной близости находится великолепный пляж Агиос Георгиус, где вы сможете насладиться ласковыми лучами солнца и кристально чистыми водами. Ну а для любителей истории и архитектуры будет интересно прогуляться по улочкам Старой Киркиры, прикупить сувениры или попробовать различные сладости. Или купить изделия из древесины оливковых деревьев. Там определенно найдется товар по любому запросу. Одной из самых главных достопримечательностей Киркиры является кафедральный собор Святого Спиридона. Это типичный образец венецианского средневекового церковного строительства, так как Корфу почти 400 лет принадлежал Венеции. Но эта церковь является православной. Самый почитаемый святой на Корфу – Спиридон Тремифунский. По совместительству он же и покровитель острова. В храме хранятся его мощи в специальной серебряной раке. В Киркиру съезжаются верующие со всего мира, чтобы приложиться к мощам Спиридона. Они верят в то, что святой поможет любому, особенно в финансовых делах. На ее содержание жертвуют не только православные, но и католики. Кстати, может кто-то напишет в комментариях, почему местные так любят ставить большие свечи. Листон – это улица, которая пользуется большой популярностью среди туристов. Она была построена во время французского протектората специально для аристократов, и обычным людям было запрещено на нее заходить. Однако сегодня это может сделать каждый. Вот, например, цены в одном из ресторанчиков. Ну и как приехать в Киркиру и не прогуляться по набережной и не посмотреть на Палео Фрурио, старую крепость, которую начали строить византийцы, а потом уже перестраивали венецианцы. Достаточно продолжительное время крепость была закрыта для туристов, но затем, потеряв свое военное значение, она стала полностью доступна для всех желающих. Лучшее время для ее посещения – раннее утро или поздний вечер, так как в дневные часы здесь достаточно жарко и многолюдно. Рядом с крепостью есть красивые парки с отличным видом на крепость, через который можно дойти до музея азиатского искусства.
Новая крепость находится недалеко от пассажирского порта и представляет собой величественное фортификационное сооружение. Нам, к сожалению, не хватило времени в нее подняться, но она определенно заслуживает вашего внимания. Венецианцы также приложили руку к ее строительству, что видно по украшению крепости. Прогуляв весь день, мы решили присесть в кафе на рынке отдохнуть. И приятно были удивлены, что к белому вину на закуску принесли практически порцию мяса и картошки. Остановились мы в городке Миссонги, это курортный город в 25 километрах от Киркиры, в отеле Синтида Аполло Пэлас. Он порадовал нас своим сервисом, кухней и анимацией. Более подробно про этот отель сможете посмотреть в отдельном видео, ссылочку оставим в описании. В заключение хочется сказать, что Корфу – это настоящая жемчужина среди греческих островов. Здесь вы найдете невероятно красивую природу, богатую историю и гостеприимных людей. Этот остров оставляет незабываемые впечатления, и мы надеемся, что нам удалось вам передать эти впечатления и эмоции. Не забывайте подписаться и ставить лайки, будем рады ответить на ваши вопросы о Корфу.